Выражаю огромную благодарность спонсорам на Boosty, ведь сейчас в эпоху отключенной монетизации YouTube новые истории на канале выходят только благодаря платным подписчикам на Boosty. Если ты тоже хочешь поддержать меня копеечкой в это непростое для авторов время, тогда переходи на мой канал Boosty, я буду безмерно благодарен твоей поддержке. Ведь к тому же на Boosty историй больше, и там выходят все новинки. Ссылка в описании. Лето неспешно входило в свои права, когда второкурсник медицинского вуза Антон решил отправиться на пару недель в деревню к бабушке. А поспособствовал его столь скорому отъезду ремонт, затеянный родителями. Антон с легкостью остался бы дома с кондиционером и топовыми ужастиками на экране ноутбука. Но как на грех, мать с отцом в кои-то веки скопили денег и наняли строительную бригаду с целью перепланировки квартиры и замены в ней всего, что только было можно. И понимая, что родители не успокоятся, Антон предупредил друзей и нехотя принялся собирать свои вещи. В деревне Нижняя Дурманка парень не был уже лет 10, с тех самых пор, как дедушка Трофим Митрич погиб от лап медведя в местных лесах. Будучи в прошлом егерем, пожилой мужчина явно переоценил свои силы и знания, когда зашел на отдаленную поляну, где медведь устроил временное лежбище. Поговаривали, что в советское время где-то в округе стояла воинская часть, которую расформировали в конце 80-х. Как водится в таких случаях, жители окрестных деревень живо растащили казармы и административные здания по кирпичику, понимая, что в хозяйстве пригодится все. Не тащил стройматериалы с воинской части только ленивый. Деревянные и стальные балки, кирпич, арматура и шлакоблок. У деревенских все шло в ход. Вскоре от бывшего военного объекта остались только рожки да ножки. Фундамент и тот разобрали по камешку любители бесплатной наживы и местного самогона. С тех пор дороги вокруг объекта заросли ивником, мост обрушился, а вокруг раскинулись болота и гиблые топи. Вот тогда-то зверье и вернулось в свои исконные места обитания, откуда его когда-то изгнала советская власть. Первыми заросшую территорию бывшего военного объекта облюбовали вездесущие зайцы и косули. Следом пришли волки, а уже за ними медведи и рыси. Возможно, по старой памяти Митрич подсознательно думал, что животных в округе нет, а территория заброшенной воинской части по-прежнему отпугивает от себя зверьё и птиц. Но как бы то ни было, от трагедии избежать не удалось, и косолапый ринулся на деда Антона без предупреждения. Охотники промеж себя говорили, что когда обглоданное тело старика нашли через 3 дня, то опознать его можно было только по частям одежды и приметному ножу с рукояткой из моржового клыка. Бывший егерь бился до последнего, даже когда озверевший хищник принялся пожирать его живьем, начав с самого лакомого местечка – живота и грудины. Медведь, оказавшийся людоедом, около 3 дней пробыл рядом с трупом убиенного, превратив неприметную полянку в свою харчевню. Вначале хищник выил живот и напился крови. Для этого людоед извлек из изувеченного чрева старика внутренности, словно повар, достающий из кастрюли недавно приготовленную лапшу. Далее в ход пошли мягкие части тела, где плоти было больше всего, ноги и задняя часть бедра. Последним в рационе косматой твари был череп, который он расколол как гнилой орех и выел мозг. Останки старика охотники собрали в холщовый мешок и принесли председателю, который, то и дело крестясь, вызвал участкового и священника.
На опознании, прижав к лицу ватку с нашатырем, Тамара Васильевна с трудом узнала вещи, принадлежавшие супругу. Лишь старинного перстня ручной работы из мельхиора среди описи не оказалось. То ли он где-то затерялся, то ли ненасытный хищник сожрал его вместе с пальцами. Но найти памятную вещицу так и не удалось. Окровавленный нож Митрича еще долго лежал в сарае, так как бабушка наотрез отказалась брать его в руки. В конечном итоге Антон решил забрать нож себе и, хоть и не без труда, отмыл острое лезвие в лесном ручейке. Похороны деда навечно врезались Антону в память, а еще закрытый гроб по причине отсутствия лица у покойника, которое проклятый хищник объел до самых костей. «Не плачь, Антошенька, дедушка уже на небесах», — приговаривала бабуля, закрыв ему глаза в тот момент, когда могильщики, кряхтя, опустили гроб в могилу. С тех самых пор Антон больше не мог найти в себе сил, чтобы вернуться в деревню, в окрестностях которой его дед принял столь лютую смерть. Нет, с бабушкой он общался и довольно регулярно по телефону, но ведь с реальным общением это все равно не сравнить. Нож же покойного деда Антон хранил как память, хотя практически никогда не выносил его за пределы дома. Оно и понятно, как-никак холодное оружие, но вот в деревню Антон нож все-таки решил взять. Мало ли что в дороге случиться может, а так намного спокойнее. Тем более, что бабушка Тамара в последнем телефонном разговоре упомянула о новых соседях, которые переехали в их деревню месяц назад. «Странные они какие-то, внучок. Врачи вроде. И чего они в нашей глуши-то забыли? Неужто здесь для них есть какой-нибудь толк?» – проговорила бабуля. «Не знаю, ба. Вот приеду, тогда и разберемся, что к чему», – лишь ответил Антон. На сборы у парня ушло несколько часов, и к полудню следующего дня Антон уже стоял с рюкзаком за спиной на перроне в ожидании электрички. Ехать предстояло около 4,5 часов, так что Антон заранее зарядил телефон и беспроводные наушники, чтобы в дороге быть с любимой музыкой. Стояло начало лета, и погода радовала солнечными лучами и трескотней птиц за окном. Парень занял свободное место в электричке и блаженно прикрыл глаза. В наушниках играла любимая рок-баллада, а душа буквально пела от предвкушения встречи с бабулей, которая пекла самые лучшие пирожки в мире с капустой и грибами. Сам того не заметив, Антон погрузился в сладковатую дрему, под мерный стук колес и скрип видавшего виды вагона электрички. Пассажиров в это время ехало относительно немного. Несколько дачников, бабулька с авоськой, да пара рыбаков с удилищами, спрятанными в специальные чехлы. Пытаясь удержаться в объятиях сна как можно дольше, Антон весь сжался, напоминая собой пружину. А вот потом стало происходить нечто странное. Сначала за окном вдруг резко потемнело, а небо затянуло тучами. Температура воздуха в вагоне стала опускаться буквально на глазах. Антон не сразу понял, что случилось, и, пытаясь согреться, чуть было не принял позу эмбриона. Внезапно парень услышал странный скрежет, а потом буквально почувствовал кожей, что на него кто-то смотрит и практически буравит его взглядом. Парень испуганно открыл глаза и понял, что в вагоне есть еще кто-то, тот, у которого точно нет билета на электричку. Антон напряг зрение и вскоре различил очертания какой-то темной сущности, ползущей к нему из дальнего угла вагона. Парень испуганно посмотрел по сторонам и с ужасом понял, что остался совершенно один. Но где же все остальные пассажиры? Неужели они успели выйти на остановке, пока он спал?
По спине Антона пробежала волна дрожи, когда таинственное существо достигло середины вагона и угрожающе зарычало. Поначалу парень решил, что это какой-то зверь, но потом понял, что это не так. Да, кое-какая шерсть у него имелась, вот только свисала она неоднородно, словно у бездомного кота, подхватившего лишай. Но хуже всего был запах твари, похожий на отвратительный смрад вскрытой могилы недельной давности. Передвигалось существо на 4 конечностях, а его глаза, мутные как дождевые лужи, отражали смерть. Пасть же зияла обломками десятков острых клыков, способных запросто перекусить человеку бедро или предплечье. Внезапно ползущий монстр устремил на парня свой взор и ехидно прошипел: «О, какая удача! Старика на тот свет отправил, а тут уже и внук на подходе!» Антона затрясло, как в лихорадке, а потом дьявольское отродье вдруг резко сократило дистанцию и коснулось своей когтистой лапой его груди. Парень напрягся всем телом, после чего истошно заорал. В тот же миг яркий свет заполнил сознание Антона, а испуганный голос проводника окончательно привел его в чувство. «Эй, парень, ты чего? Совсем с катушек, что ли, слетел?» – послышался голос. Антон вздрогнул и, облегченно выдохнув, быстро протер глаза руками. Это был всего лишь сон. Вот только если это действительно так, то отчего же тогда его сердце так и норовит выскочить из груди? Футболка Антона была полностью пропитана потом, а руки дрожали, как у алканавта с похмелья. Пассажиры же электрички смотрели на него, как на припадочного, решив, что у него сорвало резьбу из-за увлечения всякой дрянью из интернета. Антон смущенно пробормотал что-то невразумительное, а потом поспешил к тамбуру, зная, что скоро будет его остановка. Проводник в этот момент проводил его недовольным взглядом, но говорить ничего не стал. Став в тамбуре, парень прижался лбом к нагревшемуся на солнце стеклу и попытался понять, что же все-таки привиделось ему во сне, и причем здесь его покойный дед, которого, как известно, задрал медведь. А вдруг это не так, что если история с его гибелью изначально была враньем? Рука Антона само собой потянулась к ножу, когда он представил, что тварь может поджидать его в деревне. «Хрен тебе, я свою жизнь задешево не отдам», – прошептал парень, рывком обнажив нож. А уже через минуту впереди показалась знакомая станция, и сердце Антона забилось сильнее. Но вот он и добрался до Нижней Дурманки. Едва состав со скрипом принялся тормозить, как парень шустро соскочил с подножки и поспешил в сторону пыльной дороги, которая как раз и вела в его деревню. Настроение у Антона заметно улучшилось, ведь совсем скоро он обнимет родную бабушку, которую не видел добрый 10 лет. Парень знал, что от железнодорожной станции ему идти не меньше 2 километров. Солнце, как назло, вылезло из-за тучи и палило так, что от земли, напитанной утренней росой и ночной прохладой, поднимались клубы густого пара. А когда впереди замаячили очертания леса, Антон напрягся и поудобнее пристроил нож в самодельных ножнах на поясе. За то время, что он отсутствовал, лес разросся еще сильнее и теперь уже обступал дорогу с 2 сторон, словно желая заключить ее в свои крепкие объятия. Когда Антон поравнялся с первыми деревцами лесополосы, от них приятно повеяло прохладой. Парень остановился и с упоением вдохнул в себя свежий, пахнущий хвоей воздух. В тот же миг он услышал журчание воды неподалеку. Казалось, совсем рядом, только переступи за зеленую черту, и уже через минуту ты будешь с упоением пить студеную водицу.
Антон уже занес ногу, чтобы ступить на зеленую поляну, когда его словно что-то дернуло. В сознании парня вспыхнула сцена, которую он увидел всего полчаса назад, уснув в душном вагоне электрички. Пересилив себя, Антон решил не искать никакой ручеек и добраться к деревне засветло. Идти еще было дай бог, а он уже умудрился растереть ногу и загнать в подошву кроссовка острый шип акации. Эх, а бабушка Тома наверняка уже напекла к моему приезду вкусных пирожков и пожарила картошечки, ароматной, с хрустящей корочкой и янтарными кружочками лука сверху. Мечтательно протянул Антон и прибавил шаг. Внезапно за своей спиной парень услышал какой-то гул. Вначале он решил, что это мотоцикл, но когда остановился и прислушался внимательнее, то понял, по дороге едет автомобиль. Сердце Антона затрепетало от радости. Но вот, сейчас можно остановить попутку и попросить подкинуть его до Нижней Дурманки. Ждать пришлось недолго, и вскоре у самой кромки леса показалось характерное облако желтой пыли. Оно медленно приближалось, обретая контуры и размеры, подобно пустынной буре. Наконец парень увидел, что к нему направляется старенькая «Волга-Универсал», которую в народе прозвали катафалком или гробом на колесах. Модель эта была довольно редкой и благодаря своему просторному салону частенько служила для перевозки гробов, крестов и прочей ритуальной атрибутики. Бензина это чудо техники жрало немерено, а потому жители деревни при первой же возможности старались переходить на более экономичные модели. Когда «Волга» поравнялась со стоящим у обочины Антоном, парень увидел, что за рулем сидит худощавый мужчина лет 45, а рядом с ним такая же женщина с бледным лицом и бесцветными, похожими на рыбьи глазами. Парень махнул рукой, и машина замерла, как вкопанная. Антон же подошел к водительской дверце и попросил подбросить его к деревне. Сидящий за рулем «Волги» мужчина согласно кивнул и распахнул заднюю дверь. Но не успел Антон занести ногу над порогом, как спутница водителя сказала: «Пусть парень вперед садится, чего он будет сзади трястись?» Антон равнодушно пожал плечами и, обойдя машину, сел рядом с водителем. При этом он не мог не заметить грациозные, похожие на паучьи, движения спутницы владельца автомобиля. Между тем двигатель взревел, как раненый зверь, и «Волга» покатилась в сторону деревни, забавно подпрыгивая на кочках и оставляя позади себя облачко сизого дыма. Дело шло к вечеру, но за окном было все еще светло. Антон сидел, вжавшись в переднее сиденье, и отчаянно боролся с подступившей к горлу дурнотой. Такое с ним в автомобиле случалось впервые. Неужели укачало? А может, всему виной этот чуть тошнотворный, удушающий запах серы и тухлых яиц? Антон бегло окинул салон взглядом, но не заметил ничего, что могло бы источать столь жуткий смрад. А может, этот запах исходит от водителя «Волги» и его спутницы? Осознание неприятной догадки заставило Антона напрячься и с опаской посмотреть на владельца машины. Но водила, как ни в чем не бывало, крутил баранку и, лишь миновав лес, повернулся и спросил на удивление тихим, спокойным голосом: «А ты в деревню к кому едешь, парень?» «К бабушке Томе», — с готовностью начал было Антон, но потом осекся и вполголоса добавил: «То есть к Тамаре Васильевне Петровой?» Лицо водителя озарила неприятная ухмылка. «К Тамаре Васильевне, значит? Ха, какое забавное совпадение. Значит, соседями будем. Я Валентин Иванович Крупицын, а это моя супруга Татьяна Федоровна. Вот, приехали по переводу из первой областной клинической больницы».
Услышав о неожиданном соседстве, Антон побледнел. Уж не об этих ли соседях говорила ему бабушка в телефонном разговоре? Что ж, видимо, так и есть. «Так, вы врачи?» – решил поддержать разговор Антон. «А какая у вас специализация?» Водитель снова усмехнулся, обнажив ряд белоснежных, как у матерого волка, зубов. «Я врач-хирург, а моя супруга гематолог. Лечит болезни крови, если знаешь, о чем я». «Да, знаю», – перебил его Антон. «Я сам в медицинском учусь, терапевтом хочу стать или хирургом». «Ух ты, да этот парень не только наш сосед, но и коллега», – подала голос Татьяна, отчего Антона едва не вырвало. Ведь стоило врачихе открыть рот, как из него тут же пахнуло сырой землей с примесью мертвечины. Так бывает, когда, сбив насмерть на дороге собаку, небрежный водитель стаскивает ее в сторону и присыпает землей и прелыми листьями. И вот сейчас смрад был примерно таким же. С трудом подавив рвотный позыв, Антон хотел было приоткрыть окошко, но Валентин мягко положил руку ему на предплечье и отрицательно покачал головой. «Не нужно, там подъемный механизм не работает, надо тросик поменять, а времени все нет». Антон согласно кивнул, а сам украдкой посмотрел в зеркало заднего вида и побледнел еще больше. Ведь сидевшая позади него Татьяна алчно ухмылялась и то и дело облизывала свои губы длинным языком. При этом по ее щеке и подбородку стекала слюна, зловоние которой не мог скрыть даже освежитель воздуха елочка, болтавшийся под потолком. «Господи, да кто же они такие?» – подумал Антон. «С виду вроде врачи, а сами воняют так, словно их только что вытащили из морозилки морга». Между тем сумерки плавно опускались над лесом и пыльной дорогой, которая в лучах фар Волги была больше похожа на длинный туннель без конца и края. До деревни оставалось меньше километра, когда водитель вдруг решил свернуть с дороги и остановился под старым дубом. Антон с тревогой посмотрел на Валентина. «А в чем дело? Почему мы остановились?» «Двигатель нагрелся. Постоим минут 5-10, а потом поедем», – невозмутимо ответил водитель. Но Антон чувствовал сердцем, что хирург остановился здесь неспроста. А еще его женушка, которая в отражении заднего вида и вовсе потеряла людской облик. Вон, как лицо исказило гримаса, а мышцы сковало судорогой, словно под кожей врачихи вылупились личинки трупных червей. И тут руки Антона задрожали, когда он украдкой попытался коснуться рукой ручки своего ножа. Продолжение истории представлено на моем канале Boosty, ссылка в описании. Всем приятного просмотра.